Fühlen Sie sich auch vom Auf und Ab der Aktienmärkte überfordert? Hallo, ich bin... Have you ever been in a situation where you hear a really nice piece on Spotify or YouTube? Fühlen Sie sich auch vom Auf und Ab der Aktienmärkte überfordert? Hallo, ich bin Harry Weinfurt. Зачем покупать ноты, если можно просто распечатать их из интернета? Но это же можно разориться. Ноты стоят дорого. Сегодня я поделюсь своими мыслями о том, зачем покупать нотные издания, почему это важно для музыканта. Если эта тема вас интересует, продолжайте смотреть. Всем привет! Сегодня я снова в консерватории. Может показаться, что я в том же самом кабинете, но на самом деле нет. Это кабинет в том же самом здании, но этажом выше. Долгие годы обучения в музыкальной школе, а также в музыкальном училище, я никогда не приобретала себе нотные издания. Считаю, что зачем покупать себе целую книгу, если можно распечатать несколько листочков из интернета, сейчас все в открытом доступе, это удобно, это легко. Мой педагог по специальности, который долгие годы проучилась в Германии, всегда делал мне замечания на этот счет, что было бы неплохо купить уртекст Баха или Паганини, и неплохо бы собирать свою нотную библиотеку, на что я пожимала плечами и искренне не понимаю, зачем. Но сейчас, когда я сама уже 2 года проучилась в Европе, я поняла для себя ценность хороших, качественных нотных изданий и собрала для вас некоторые причины, по которым я считаю, что приобретение их для музыканта важно. Итак, первое и самое основное. Играя по хорошим нотным изданиям, вы играете лучше. Дисклеймер. Разумеется, только покупка хороших нот не сделает из вас лучшего музыканта. Мы все должны много заниматься и работать над собой, совершенствоваться в течение всей жизни. Однако, хорошие штрихи, аппликатура, редакторские пометки, хорошее качество печати, удобный формат, отсутствие опечаток – все это увеличивает ваши шансы на успех. Кроме того, например, уртекст Иоганна Себастьяна Баха, изучению которого в скрипичном репертуаре уделяется очень важное место, я считаю действительно очень важным, потому что когда вы работаете с чистой партией Иоганна Себастьяна Баха, это провоцирует вас на более глубокое понимание текста, это подключает вашу фантазию, ваши исполнительские способности, так как вы обязаны при исполнении добавить свой собственный цвет и свою собственную интерпретацию в эту чистую, стройную музыку. Один из моих ассистентов в консерватории однажды сказал мне на вопрос, почему нужно играть именно по тексту, а нельзя играть по редакторской версии. Дело в том, что у меня есть достаточно давно издание русское, издательство «Музыка», и там есть дополнительные всякие штрихи, пальцы. Это приводило его просто в бешенство, и он говорил, что это как для слабаков. Ну, хотелось бы, чтобы я сама дошла до каких-то нюансов, до каких-то штрихов. Это неотъемлемая часть изучения репертуара Иоганна Себастьяна Баха, именно вот эта работа с чистой партитурой. Послушав его совет, я приобрела себе такой баренрайдер. Действительно очень приятное издание, бумага, и внешне оно очень красивое. А вот это вот мое старое издание Иоганна Себастьяна Баха с редакцией Мостреса. Следующая причина – это уважение. Это уважение в первую очередь к себе. Вы профессиональный музыкант, вы проводите много времени с своим инструментом, поддерживаете его хорошее состояние, отрабатываете свою технику, работаете над музыкальностью. Но есть еще и третья сторона – это ваша музыкальная партия. От того, хорошего она качества или нет, тоже зависит многие факторы. Кроме того,
педагоги, например, здесь в Европе, когда ты приходишь на урок с этими вот распечатанными копиями, я вижу это пренебрежительное какое-то отношение. Кроме того, здесь это вообще считается как пиратство, несмотря на то, что ИМСЛТ, всем известный сайт, это открытый доступ, то есть все партии там выложены для ознакомления, а не для использования, не для распечатывания, тиражирования. И среди профессиональных музыкантов, особенно в Европе, иметь настоящие нотные издания хорошие – это признак хорошего тона. Таким образом, приобретая и используя хорошие нотные издания, вы проявляете уважение в первую очередь к себе, также к вашему педагогу, а еще к вашему пианисту, которому не придется делать огромную простыню из нот, склеивать что-то на коленках. Мне кажется, что это стоит того. Послушав меня, я думаю, что у многих возникнет в голове такая фраза: «Аня, да, это все очень хорошо, но у меня нет денег на это». И я вам отвечу. Во-первых, это не то, что вы покупаете каждый день. Я уверена, что вы вкладываете деньги в свой инструмент, поскольку это самый важный объект вашей жизни. И такие издания, как уже вышеупомянутый Бах, как каприсы, Паганини, Раде, все это пригодится вам в течение жизни не один раз. Это вложение в вас же, в ваше будущее. Кроме того, не все ноты стоят дорого. Вышеупомянутое издательство «Музыка», также санкт-петербургское издательство «Композитор» делают вполне себе недорогие ноты, 200-300 рублей. Я бы не обходила вниманием также магазины старых книг. Недавно весной я заходила в магазин «Старая книга» и обнаружила огромный стеллаж старых нот, очень интересных изданий. В основном там было все для фортепиано, но я уверена, что если поискать, можно найти также и скрипичный репертуар. Я небольшой поклонник брать ноты для изучения в библиотеке, так как потом их придется отдать, а для меня все-таки работа с нотным материалом — это такое личное дело, там очень много пометок от моего педагога, моих собственных пометок, и я всегда могу к ним вернуться, если мне вдруг придется это произведение снова исполнять. И последняя причина, но немаловажная также для меня, это эстетически приятно держать в руках дорогие, хорошие издания. Вы же покупаете книги бумажные. Я уверена, многие до сих пор покупают бумажные книги, несмотря на то, что существует интернет, существуют электронные книги, просто потому что это приятно открыть книгу, трогать эти страницы, вдыхать этот аромат. Я получаю от этого большое удовольствие, и поэтому вот уже год я пополняю свою нотную библиотеку репертуаром, который я исполняю. Я не занимаюсь каким-то шопоголизмом, просто с удовольствием каждый день пользуюсь своими нотами, которые принадлежат мне, которые приятно держать в руках, по которым приятно играть. На этом все. Оставляйте свои мнения в комментариях, если вы со мной не согласны или согласны. И мы увидимся с вами совсем скоро. И пока! And you're feeling, wow, that'll be so exciting to play. So you buy or you download the sheet music and you put it in front of you, you start learning it, you're super excited, and you go at it for 1 day, 2 days, before you start realizing that, oh gee, this learning process takes a really long time. And you realize that it'll probably take you weeks or months before you can even dream of playing like the piece that you heard on YouTube and Spotify. And before you know it, you start to lose motivation and then everything just sort of goes to waste. Hi, my name is Jaser. I play the piano. In this video, I want to share with you a method that I use to learn pieces in days. Not weeks, not months, but these days I can learn pieces in days, not because I am any smarter, but it's more because I have a great method that I work with. I'm going to share with you step by step how to do this deep sections method so that you can utilize this for your own practice and not need weeks or months to learn pieces, but you can do the same process in days. Now, before we get into how to do the deep sections method, make sure you like and subscribe to this channel to make sure you stay in touch with more of these free piano lessons and tutorials. In this video, it's going to be a little bit different in that I'm not going to be playing too much piano, but I'm actually going to be talking and discussing deeply about the strategy of practice. My advice to you is to try to digest what I'm saying. You may not agree or see the value of it right away, but try to utilize this method for 1 day, 2 days, maybe even a week, and you're going to see some huge results. What is the deep sections method? The basic idea is this: you're going to be creating mini sections in your piece to practice, as opposed to playing through the entire piece. These mini sections can be 8 bars, 4 bars, 2 bars, 1 bar, sometimes even less than 1 bar. The idea is you're going to be repeating these mini sections for 7 times. And here's the catch.
the 7 times they have to be 110% perfect. That means you're not allowed to make the slightest bit of error. Let's jump into a quick example. I'm going to use the Mozart Sonata in C. So in this piece, let's say that we are going to create our very first mini sections for the first 2 bars of the music. So what I'll do is I'll repeat this section for 7 times, and remember, they have to be 100% successful. Once I successfully do it every time, I have this weird quirk that I do. I really enjoy doing it, and that is that I'll just say out the number. I'll say 1, and then I'll go for my next one. 2. 3. You might be wondering why 7 times? I personally find that 7 times is a good number between actually good deep work and also not so many times that it becomes a bit too boring. In the deep sections method, there are 2 things to remember. The first thing is that you will not need the pedal. So I advise against using the pedal for this method because pedal adds another layer of coordination that you simply don't need when you are starting to learn a fresh piece. You should focus entirely on your 2 hands and your 10 fingers and which notes to press correctly for the start. The second thing to remember in the deep sections method is something that may not be so intuitive for some of you, but it is that rhythm doesn't matter in this practice. Let me demonstrate what I mean. So if you need to do this, and you need some time to find this next pattern, let's say you need to find time here. For me, that still counts as a successful time. So if you play what you just heard, something like this, I still count that as a successful time. I would actually much rather you do something like this compared to this. When I see students playing and practicing like this, I think it's a bit of a waste of time because it's a little bit like gambling. It sort of feels like you don't really know what the next note is and you're just gambling and trying your luck with what the next note is. So whenever you do something like this, it shows me that you are not 100% secure about what the next thing is. So in this deep sections method, what I'm more interested for you to do is to just take all the time you need. You can just pause there and get your fingers moved to the actual correct spot before you strike it. That's what's more important for me. So to reiterate, you can do something like this. This is perfectly fine. Pause a bit to think. For every little section that you feel is not 100% confident, you can just slow it down, take your time to think about what the next thing is before you strike it. Because each time you do something correctly, you're actually then learning something. Your fingers go, oh, that's how to do it. Then you learn something great, right? And if you repeat that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times, now you're really starting to understand how that part actually works, instead of taking a chance and gambling on what the next notes are. One of the other parts that students often make mistakes in this piece is in bar 18. Just another section to demonstrate the deep sections method again. So in this one, you can do something like this. So let's say I want to do, instead of this 4-bar progression, I want to split it into smaller sections. For example, okay, maybe we just do that. We just do 1 bar, and we're going to work on this very, very deeply. And you can even do something like this. Find your position. Find your position. This is much better than something like this, where I see a lot of students do. Sort of just gambling and not being 1000% sure what the next note is. I'd rather you do something like this. Pause. Think first. Okay, and that counts as 1. And I'll do my second time now. 2, and so on and so forth. Keep doing until 7. I've gotten a lot of my students to try the deep sections method, and they really love it. On surface level, it can kind of seem like, whoa, Jason, this seems like a
really boring method to practice. But if you were to try this method, you'll find that it's actually a really fun thing to do because you can try to think about it as a game. So let's say each note is kind of like, let's say, a coin in Mario, right? And you're trying to get all the coins. Think about every single note as it is a required coin to get, and if you don't get it, then you have to restart. What my students tell me when they do the deep sections method, whether it's in the lesson or at home, is that they tell me that their reflection is they used to think they knew the parts, but after doing the deep sections method, they realized they didn't know the part as well as they thought they did. And after doing it, they now felt like they knew the passages in their hands, and they were so much more secure, and they feared the parts much less because they've practiced it, and there's a muscle memory to it, there's an oral memory to it. It's a lot more secure. I recommend you to try this deep sections method, and let me know in the comments next time if you have achieved any good results from it. In summary, we should never ever play and practice a piece from the start to the finish. The return on investment of that method is really low. You're not going to get much good work out of that, but rather you should create small sections to practice in your piece. In summary, here are the few pointers for how to do the deep sections method. Create small sections on the piece to practice. They can be 8, 4, 2, 1, even half a bar. You will practice them for 7 successful times. So even if you make the slightest bit of error, you actually have to restart again. You will not need to use the pedal, and the rhythm doesn't matter for now. It's more important to try to prepare and get every single note right, and then just proceed to move on to each new next section once you finish your 7 successful times. What you'll realize after doing this for a couple of days is that these sections are going to start to get really secure, and then you can start to expand your sections. So instead of the previous section being 2 bars, you can now expand to, let's say, 4 bars. And then once those 4 bars are perfected, you can move on to then 8. And before you know it, you're basically playing each full page pretty perfectly. Go and try this and let me know in the comments how you went with the deep sections method. Happy practicing, everyone, and I'll catch you in the next video. Это тоже, понимаешь, пусть их даже позор. Жизнь-то ведь одна, понимаешь? Как ты так не это самое. Но это не признак чего-то хорошего, что ты все время в позоре, или наоборот, никогда не позоришься, наоборот. Внутренне хотя бы, да. Ладно, мне тяжело что-то. Почувствую своих палм, кажется, да, фикшн народный.
вот он, да, понимаю, это тебе он так.